Вселенная бесконечна, но есть ли у нее сознание? Если вселенский принцип гласит как наверху, так и внизу, то действительно ли мы можем найти фрактальное изображение человеческого организма во Вселенной? Может ли космос рассматриваться не просто как хаотичная пустота, а как живой, разумный организм? Чтобы найти ответ, мы отправимся в путешествие за пределы наших привычных границ. Мы погрузимся в глубины одного из крупнейших космических суперкластеров, того, частью которого мы сами являемся — Ланиакеи. Когда мы смотрим на ночное небо, мы видим бесчисленные звезды, которые заполняют пространство. Но где именно мы находимся в этой неизмеримой широте? Наша планета Земля вращается вокруг Солнца, которое само по себе является частью спиральной галактики Млечный Путь, содержащей от 100 до 400 миллиардов звездных систем. Этот диапазон условен, потому что точное количество не может быть установлено с абсолютной точностью. Это потому, что галактика огромная и сложная. Некоторые звезды находятся в труднодоступных областях, таких как центральная часть, где газ и пыль закрывают видимость. Мы постоянно открываем новые звезды благодаря улучшениям в наблюдениях, таким как телескоп Гайя. Ученые уточняют данные. Определение звездной системы варьируется. Некоторые звезды существуют самостоятельно, а другие имеют планеты, образуя планетные системы. Эта галактика, в свою очередь, не существует самостоятельно, а является частью более крупной системы галактик, известной как местная группа, которая включает более 80 галактик, среди которых Млечный Путь, Андромеда, Треугольник, а также множество более мелких галактик-спутников, таких как Магеллановые облака и галактика Лев. Но даже эта группа не изолирована. Она принадлежит к еще более крупной космической структуре скопления Девы, которая вместе с множеством других скоплений галактик формирует один из самых больших известных суперсверхкластеров — Ланиакею. Мы находимся внутри этого гравитационного потока, который формирует невидимую, но могущественную структуру, состоящую примерно из 100 тысяч галактик. Много лет назад люди считали, что наша Солнечная система движется горизонтально вокруг Солнца, но позже узнали, что она следует спиралевидному пути через пространство, потому что и само Солнце находится в движении. Это открытие привело к новым пониманиям динамики нашей галактики и ее связи с другими галактиками. Определение точных границ галактики — сложный процесс для ученых, а еще труднее установить начало и конец суперскопления. Галактики часто взаимодействуют друг с другом через гравитационные силы и темную материю, что делает разграничение отдельных структур сложной задачей.
В 2014 году астрономы Брент Тули, Хелена Кортес и их команда картографировали потоки тысяч галактик и обнаружили нечто изумительное. Наша галактика вместе с еще примерно 100 тысячами других движется в общем направлении. Они не просто существуют в одном пространстве, а взаимодействуют через гравитацию и темную материю. Эта структура называется Ланиакея. На гавайском это означает «бесконечные небеса». Имя было дано исследователями, чтобы подчеркнуть необъятность суперкластера и его связь с всей космической. Структура. Несмотря на то, что мы не можем увидеть их напрямую, гравитационные потоки, которые связывают галактики в Ланиакее, мощные и создают динамическую сеть. Они работают как космические течения, направляя каждую галактику по ее пути. В центре этого процесса находится Великий Аттрактор, регион сверхконцентрированной массой, который действует как гравитационный центр и притягивает окружающие галактики. Наша собственная галактика Млечный Путь также движется к нему со скоростью более 600 км в секунду. Гравитационные течения в этом суперскоплении напоминают способы по Реки формируют ландшафт нашей планеты. Невидимые силы объединяют галактики в группы, удерживают их в динамическом равновесии и направляют к гравитационному центру. Известно как Великий Аттрактор. Все это создает ощущение, что суперскопление обладает собственной внутренней организацией. Но давайте сделаем еще один шаг за пределы астрономии и зададимся вопросом: если Вселенная следует принципам, подобным тем, что в живых системах на Земле, можем ли мы рассматривать ее как гигантскую саморегулируемую интеллектуальную структуру? Если Вселенная следует принципам, аналогичным тем, что в живых системах на Земле, можем ли мы рассматривать ее как гигантскую саморегулирующуюся интеллектуальную структуру? Вопрос о сознании Вселенной древней. Еще в древних философских учениях говорится о анима мунди, душе мира, которая пронизывает все. Сегодня квантовая физика и космология снова поднимают этот вопрос. Является ли Вселенная просто механическим процессом, или в ней есть какой-то замысел, структура, память? Из нашего земного пути часто делается вывод, что жизнь и само творение, кроме того, непрерывно движутся, ищут и способы для своего развития и расширения. Эволюция организмов, развитие человеческой расы и наш образ жизни — все это указывает на постоянную потребность в расширении и раскрытии универсального потенциала к чему-то большему, чем пережитое существование. Уже в начале 20 века астрономы начали осознавать, что Вселенная не является статичной. Эдвин Хаббл при помощи наблюдений с крупнейшими телескопами своего времени обнаружил, что галактики удаляются друг от друга.
Это открытие приводит к формулированию закона Хаббла, согласно которому скорость расширения Вселенной пропорциональна расстоянию между объектами. Если мы следуем официальной теории Большого взрыва, это расширение является результатом первоначального импульса, данного Большим взрывом примерно 13,8 миллиардов лет назад. Таким образом, ученые понимают, что Вселенная не статична, она постоянно движется и расширяется со временем. С развитием астрономии и физики ученые обнаруживают, что это расширение не только продолжается, но и ускоряется. Это предполагает существование темной энергии. Концепция, введенная учеными, чтобы описать неизвестную силу, которая противодействует гравитации и толкает Вселенную к все более быстрому расширению. Несмотря на свое название, она не является буквально темной, а скорее представляет собой недоведенную область наших знаний. Возможно, эта энергия может быть объяснена через квантовые флуктуации в самом пространстве времени, при которых виртуальные частицы непрерывно появляются и исчезают, создавая эффект, который выглядит как отталкивающая сила. Согласно наблюдениям, темная энергия, или скорее неизвестная энергия, которая движет расширением Вселенной, составляет около 68% от общей энергетической плотности. Вселенная. Расширение Вселенной поднимает вопрос, какая сила противодействует распаду ее структур. Оказывается, гравитация играет решающую роль. Она притягивает материю и предотвращает хаотичное рассеивание галактик. Итак, пока Вселенная расширяется, гравитация удерживает ее отдельные части, создавая динамическое равновесие между двумя силами. Именно через этот баланс ученые смогли идентифицировать потоки галактик, которые не просто удаляются, а движутся в согласованных моделях. В основе этого процесса стоит Великий Аттрактор — таинственная зона с чрезвычайно большой гравитационной силой, которая притягивает миллиарды звезд и галактик в своем направлении. Наблюдения показывают, что Млечный Путь вместе с остальными галактиками Ланиакеи движутся к этому региону со скоростью около 600 км в секунду. Этот процесс не хаотичен, а следует закономерностям, которые управляются невидимыми гравитационными потоками. Подобно нейронным связям в человеческом мозге, галактики не движутся изолированно, а в согласованных моделях, которые отражают сложную взаимосвязь материи в космосе. Таким образом, Ланиакея не просто притягивает галактики, а формирует один гравитационный танец, в котором каждая галактика имеет свою роль в общей динамике. На протяжении веков люди пытались понять природу Вселенной и ее связь с человеческим сознанием. Современные научные исследования показывают удивительное сходство между тем, как организованы галактики во Вселенной, и структурой нейронных сетей в человеческом мозге. Это просто случайность или существует более глубокая связь между макрокосмосом и телом, микрокосмосом? Исследования в области космологии и нейронауки раскрывают некоторые поразительные совпадения. Во-первых, фрактальная организация.
Как галактики во Вселенной группируются в кластеры и сверхкластеры, так и нейроны в мозге образуют взаимосвязанные сети. Наши мозговые связи формируются благодаря импульсам, которые исходят от нашего сознания. Если это так, то следует, что космическое сознание должно формировать импульсы, порождающие формирование связей и гравитационные течения от одной системы к другой. Часто мы, люди, думали о космосе как о хаосе, который просто существует. Но теперь мы понимаем, что хаос с нашей точки зрения — это не что иное, как нераспознанный порядок. Галактики взаимодействуют через гравитационные и энергетические поля, в то время как нейроны общаются через электрохимические сигналы. Если сравнить изображение сети галактик и нейронных связей в мозге, мы увидим поразительное визуальное сходство. Если структура Вселенной напоминает структуру мозга, то можно сказать, что у нас есть доказательства, что космос так или иначе обладает формой интеллекта. Более точный вопрос — какова она? Если обратиться к герметическим принципам, мы обнаружим, что все есть разум, а мир ментальный. Это, с одной стороны, может звучать так, будто мир — иллюзия, или будто он только в наших головах, и в значительной степени мы будем правы в этом. Но есть и другой намек, выраженный в этой древней мудрости. Подсказка, что каждая вещь во Вселенной, а также она сама переживает себя как личность. В наши дни некоторые ученые начинают предполагать, что сама Вселенная может быть формой живого сознания. В квантовой механике каждое вещество или объект рассматриваются как носители определенных энергетических состояний. В контексте Ланиакеи все 100 тысяч галактик в суперскоплении могут быть расположены как узлы одной чрезвычайно сложной энергетической сети, которая в квантовом мире существовала бы как единая система вероятностей и взаимодействий. Когда мы рассматриваем энергетические линии, мы можем говорить о взаимодействиях между этими галактиками, которые влияют друг на друга через гравитацию и даже посредством нелокальности. Но что означает нелокальность? Мистицизм часто говорит о существовании неведомых путей, сетей или линий, которые связывают все во Вселенной. С мистической точки зрения, каждый узел в Ланиакее может восприниматься не только как физический объект, но и как точка сознания или энергетическое поле. Мистицизм часто использует метафоры, такие как световые линии, энергетические потоки и узлы существования. В этом контексте узлы Ланиакеи можно воспринимать как синхронизации космического сознания, которое проявляет себя через взаимодействие галактик и силы, управляющие ими. Теорема Белла, предложенная физиком Джоном Беллом в 1964 году, на самом деле заложила основу для доказательства квантовой нелокальности, которая относится к идее о том, что частицы могут быть связаны таким образом, который не объясняется классическими представлениями о пространстве и времени. Локальные реалистичные теории классической физики утверждают, что каждая частица имеет определенное состояние, которое независимо от внешнего мира
и не зависит от удаленных событий. Теорема Белла и эксперименты, основанные на ней, такие как проведенные Аленом Аспе и его командой в 1982 году, доказывают, что результаты квантовых измерений не могут быть объяснены с помощью локальных скрытых переменных. То есть реальность не является такой локализированной, как можно было бы предположить в классической физике. Это означает, что когда две частицы находятся в состоянии квантовой запутанности, каждая из них может мгновенно влиять на состояние другой, независимо от расстояния между ними, нарушая классические представления о причинности и локальности. С философской и мистической точки зрения, это предложение о мгновенной взаимосвязанности разных частей Вселенной напоминает концепции из древних философий, которые говорят о единстве всего существующего и о невидимых энергетических линиях, связывающих каждую частицу и каждое существо во Вселенной. Упанишады, которые являются частью индийской философии и духовности, говорят о глубоком единстве Вселенной. В Чхандогья Упанишаде иллюстрируется идея единства и взаимосвязанности всех существ и явлений во Вселенной. В этой Упанишаде говорится о том, как каждое событие, независимо от того, насколько маленьким или незаметным оно кажется, имеет универсальное значение и влияние. Точно как когда одно дерево разветвляется, каждая травинка, каждое растение, каждая часть растительности откликается в резонанс. Так и когда цветок распускается, вся Вселенная ликует. В даосизме центральный принцип – дао, путь или основной принцип Вселенной, который объединяет все вещи. Классический текст даоизма «Дао Дадзин», «Дао-то и его сила». Лао Цза говорит о том, как Вселенная следует своему собственному ритму, который выходит за пределы человеческого понимания, но все же полностью гармоничный. Дао – это что-то бесконечное и бесформенное. Когда оно выражено, оно создает все вещи. В египетской мифологии и религии есть концепция Маат, космического порядка и гармонии, которая объединяет Вселенную и существа в ней. Маат символизирует истину, справедливость и баланс, и эта концепция используется для объяснения глобальной взаимосвязанности всего существующего. В тибетском буддизме существует концепция пратича самутпада, зависимого возникновения, которая говорит, что все вещи и события в мире взаимосвязаны, ничто не существует самостоятельно, каждое что-то взаимосвязано со всем остальным. Многие алхимические и мистические традиции, такие как те, что были в Средневековье или позже, говорят об освобождении энергии, сети жизни или тайной связи между всеми вещами. Они стремятся раскрыть невидимые линии, которые связывают все в единый гармоничный процесс. В алхимии, например, процесс трансформации базовых металлов в золото – это не только физический акт, но и метафора трансформации человеческой души. Также указывает на знание, доказанное наукой. Энергия никогда не теряется, она только трансформируется. Сакральная геометрия. Сакральная геометрия как концепция объединяет древние знания о структуре Вселенной с математическими и философскими принципами.
Это совокупность геометрических форм и моделей, которые считаются основой космической гармонии и могут быть восприняты как универсальный язык, через который природа и Вселенная организованы и выражены. Вопрос о том, как сакральная геометрия отражается в космических структурах, многослойный и охватывает как науку, так и мистику. Сакральная геометрия утверждает, что основные геометрические формы, такие как круг, спираль, треугольник и пятиугольник, не только эстетически гармоничны, но и фундаментальны для структуры Вселенной. Эти формы лежат в основе природы от молекул до галактик. Например, в спирали Фибоначчи или золотой спирали, которая связана с числом Фибоначчи, мы можем видеть, как геометрия природы следует математическим моделям, которые встречаются повсюду, от расположения листьев на деревьях до формы галактик. В этом контексте сакральная геометрия воспринимается как основа для построения самих структур Вселенной. Вселенная не случайна, она построена на определенных математических принципах, которые организуют материю и энергию в ее существовании. Некоторые из основных геометрических структур, которые можно увидеть в космосе, включают спирали и симметрию. Один из самых ярких примеров — структура галактик. Спиральные галактики, такие как наш Млечный Путь, являются выражением спиральной геометрии, которая может быть связана с древними символами, такими как золотое сечение. Золотое сечение или божественное отношение — это пропорция, встречающаяся повсюду, от физических структур растений и животных до архитектурных и космологических форм. Эта геометрия присутствует и в том, как формируются галактики и звезды. Эти структуры следуют моделям, которые напоминают числовые ряды, как у Фибоначчи, и соотношения, близкие к золотому сечению. Когда мы рассматриваем космические структуры, такие как суперскопления и галактики, мы можем наблюдать один из тех же принципов упорядоченности, которые наблюдаются в сакральной геометрии. Например, когда рассматриваются сети галактик в космосе, они часто выстраиваются в образы геометрических структур, линейных структур, спиралей и связей, которые имеют математическую основу, напоминающую принципы сакральной геометрии. Во многих духовных учениях сакральная геометрия имеет более глубокий смысл, связанный с духом и сознанием. Формы, такие как цветок жизни, платоновы тела, куб Метатрона, символы, которые используются для представления космической сущности и взаимодействия между различными уровнями реальности. Эти геометрические формы рассматриваются как физические выражения духовных истин. Идея о том, что Вселенная — это вибрация, является древней концепцией, которая находит свое отражение как в философии, так и в современной физике. Если все — это частота и движение, это предполагает, что Вселенная не статична, а динамична и постоянно изменяющаяся система, в которой каждая частица и событие являются частью одной непрерывно вибрирующей сети. С древности различные философские и духовные традиции рассматривали Вселенную как выражение вибраций и энергетических потоков.
В индийской философии, например, концепция Шабда-Брахман, вселенский звук, является важной частью понимания мира. Согласно Упанишадам, звук является основой существования, и Вселенная состоит из волн энергии, которые формируют все существование. Вопрос о вибрации и звуке присутствует и в учениях даосизма, где дао воспринимается как основной принцип, который поддерживает гармонию Вселенной, и все в природе является выражением этого звука или вибрацией. Современная наука, особенно квантовая физика, предоставляет новое понимание вибраций в контексте существования. Теория струн, например, предполагает, что основные частицы в природе не точечные объекты, а вибрирующие струны. Эти струны вибрируют с различными частотами, создавая различные виды частиц и взаимодействий. Фактически, в квантовой физике все от электронов до звезд связано с вибрационными состояниями и частотами. Частота, с которой колеблется определенная система или объект, определяет его поведение и взаимодействие с другими объектами в системе. Это означает, что на микроуровне Вселенную можно рассматривать как сложную сеть вибрирующих элементов, которые взаимодействуют друг с другом и создают возможность для всех форм и явлений, которые мы наблюдаем. Если все — это вибрация и движение, это предлагает пересмотреть традиционные представления о статических объектах и индивидуальностях. Мы не просто изолированы от Вселенной, а находимся в постоянном процессе взаимодействия с ней. Каждое наше действие, каждая мысль, каждая эмоция — это форма вибрации, которая влияет на наше собственное существование и на окружающий нас мир. Наше тело состоит из примерно 37 триллионов клеток, каждая из которых имеет свою вибрацию и энергетическое поле. Эти клетки организованы в ткани, органы и системы, которые работают в совершенной гармонии. Подобно тому, как космические структуры, такие как галактики и суперскопления, организованы и взаимодействуют между собой через невидимые силы, такие как гравитация и квантовые взаимодействия. Подобно как галактики во Вселенной связаны через темную материю и гравитационные волны, так и клетки в нашем теле общаются и взаимодействуют между собой через биохимические сигналы и электрические импульсы. Эти сигналы можно рассматривать как вибрации клеток, которые сочетаются в синергии, чтобы поддерживать весь организм в балансе и функциональности. Как Вселенная вибрирует на уровне квантовых струн, так и наши клетки вибрируют на уровне молекул и атомов. Возможность гармонии между клетками, которые создают функциональные органы, и космическими структурами, которые создают гармонию в природе, показывает, как все синхронизировано от микрокосмоса до макрокосмоса. Клетки в нашем теле не существуют изолированно друг от друга. Они взаимодействуют между собой, обмениваются информацией через химические и электрические сигналы и формируют сложные сети. Как наши клетки соединены в единую сеть, так и все части Вселенной связаны через взаимодействие, поддерживающее существование каждого компонента. Как вы уже узнали, два элемента квантово запутанные,
находятся в мгновенной связи друг с другом, независимо от расстояния между ними. Это приводит нас к предположению, что наши клетки связаны, независимо от того, находятся ли они в теле или некоторые из них извлечены из него, они все равно остаются в связи. Один из самых известных экспериментов, демонстрирующих, что клетки могут быть связаны друг с другом и вне тела, связан с феноменом клеточной коммуникации и электрического соединения. Эти эксперименты показывают, что клетки продолжают взаимодействовать и обмениваться информацией, даже когда они физически отделены друг от друга. Один из классических примеров экспериментов с клеточными культурами, которые демонстрируют продолжающуюся связанность между клетками вне тела, исходит из работы итальянского ученого Мауро Пискателли в 70-е годы XX века. Пискателли проводит исследования на клеточной культуре и показывает, что клетки в культуре продолжают обмениваться электрическими сигналами, даже если они физически изолированы от остальной части тела. Его эксперименты включают следующее. Пискатели помещает животных клетки в лабораторные условия в виде клеточных культур, изолируя их от организма животного. Используя микроскопы и электрофизиологические методы, он отслеживает реакции клеток на внешние стимулы, такие как изменения в электрическом поле или химические. Вещества. Хотя клетки физически отделены, они продолжают реагировать на внешние сигналы и передавать импульсы друг другу через биоэлектрические пути. Это показывает, что клетки имеют некоторый вид невидимой связанности, которая позволяет им общаться даже вне их естественного контекста в организме. Пискатели обнаруживают, что клетки не просто реагируют на внешние стимулы, но и поддерживают синхронизированную активность, что ставит вопрос о существовании энергетических или электрических полей, которые могут связывать клетки, даже когда они изолированы. В 1991 году Джон Вест, известный своей работой по клеточной коммуникации, проводит эксперимент, который показывает, что клетки могут продолжать взаимодействовать через излучение фотонов света, даже после того, как их извлекут из организма. В этом эксперименте Вест использует лазерный свет, чтобы наблюдать, как клетки, помещенные в клеточную культуру, излучают световые сигналы. Вест помещает клетки в специальную лабораторную среду, где они не получают никаких физических стимулов от внешнего мира. Используя лазеры и детекторы света, он обнаруживает, что клетки продолжают излучать небольшие количества света, даже когда они физически изолированы от тела. Эти фотонные эмиссии указывают на возможность того, что клетки общаются друг с другом через световые сигналы или какие-то невидимые энергетические поля. Таким образом, изолированная клетка не является полностью независимой, а продолжает оставаться частью более крупной сети энергетических взаимодействий. Другой подход — использование электрических полей для наблюдения клеточной коммуникации.
Исследования ученых, таких как Габриэль Либерт и Димитриу Сильвио в 80-е годы прошлого века, показывают, что клетки могут стимулироваться и общаться друг с другом через небольшие электрические поля. Они помещают клетки в клеточную культуру, используя специальные датчики, которые измеряют электрические импульсы, исходящие от клеток. Клетки реагируют на эти импульсы, и эти реакции могут быть отслежены и наблюдаемы, даже когда клетки отделены от организма. Эти импульсы показывают, что клетки продолжают обмениваться электрической информацией, связанной с их активностью. Это подтверждает, что клетки даже вне тела продолжают реагировать на стимулы и поддерживать определенные формы внутренней коммуникации. Вы уже узнали, что в современной космологии Вселенная демонстрирует две основные и противоположные тенденции – расширение и гравитация. Каков баланс между этими силами? Основной баланс между расширением и гравитацией зависит от количества и распределения материи и энергии во Вселенной. Когда материя концентрируется в определенных областях, гравитация преобладает, и Вселенная может сжиматься, например, в теории большого сжатия. Но когда темная энергия начинает доминировать, она ускоряет расширение, делая его неизбежным и неограниченным. Возможное равновесие является динамичным и меняется в зависимости от различных факторов, таких как состав Вселенной и ее возраст. Эта двойная динамика расширения и притяжения символизирует две противоположные силы, которые ведут к существованию Вселенной такой, какой мы ее знаем. Духовный путь человека тоже является процессом двух противоположных сил – стремления к расширению и внутреннего притяжения к центру нашего существа. Эти две силы можно сравнить с расширением Вселенной и гравитацией, каждая из которых играет основную роль в нашей внутренней жизни. В духовном контексте стремление к расширению связано с желанием расширить свое сознание, расширить наше понимание мира, других людей и самих себя. Это похоже на стремление Вселенной расширяться, открывать новые горизонты, соединяться с все большими и более глубокими истинами. Это расширение может ощущаться как стремление к личностному и духовному росту, желание преодолеть ограничения нашего эго и установить более глубокую связь с собой и всем существованием. В то же время в духовном процессе существует и внутреннее притяжение. Это стремление к балансу, к внутреннему миру и стабильности, к сущности нашего «я». Эта сила противоположна расширению и может рассматриваться как гравитация, которая притягивает нас к нашему центру, к основе нашего существа, к истинной сущности, которая не меняется. Это притяжение к центру связано с медитацией, самопознанием и внутренним миром, которые ведут к состоянию осознанности, гармонии и баланса. Когда это притяжение ощущается, человек начинает отрываться от внешнего мира и более глубоко связываться со своей внутренней сущностью.
Как в космосе, так и в духовной жизни этот баланс между расширением и центрированием является динамичным и изменчивым. На некоторых этапах жизни мы можем чувствовать, что должны расширяться, открывать новые перспективы и связываться с новыми идеями, людьми и опытом. Это процесс космического расширения, который помогает нам расти и развиваться. Однако, в другие моменты мы можем почувствовать, что нам нужно вернуться к себе, найти внутренний мир и освободиться от внешних влияний. Тогда мы входим в этап центрирования и стабилизации, что необходимо для нашего духовного благополучия. Духовный путь — это не только стремление к внешнему расширению сознания и жизни, но и глубокое внутреннее влечение к центру нашего «я», где находится настоящий мир и гармония. И как в случае Вселенной, эти две силы работают вместе, чтобы помочь нам достичь баланса, расширяясь к новым высотам, но при этом остаемся связанными с нашей сущностью и корнями нашего существования. Одним из основных принципов существования, которые мы можем наблюдать в природе, является то, что все находится в непрерывном движении и расширении. Это касается как Вселенной, так и нас, как индивидов, часть большего целого. Вселенная, которая начала свое расширение с Большого взрыва, продолжает расширяться. И сейчас, даже когда гравитация и темная энергия взаимодействуют и создают баланс, основной процесс — это именно расширение. Нет, в конце концов, инстинктивной остановки этого процесса, потому что расширение является фундаментальной частью самой сущности Вселенной. Она аналогична в духовном и личностном контексте. Хотя мы постоянно стремимся к внутреннему притяжению и стабильности, естественный ход существования — это расширение. Наша духовность, сознание и восприятие мира постоянно расширяются. Это расширение не заключается только в накоплении знаний или опыта, а связано с глубоким осознанием нашего места во Вселенной и связью со всем остальным. Мы расширяем себя, расширяя наше сострадание, любовь и понимание к миру и другим. Ланиакея — сверхскопление галактик, в которое входит наш Млечный Путь. Это не только научная реальность, но и вдохновляющая метафора для человеческого пути и нашего места в мире. Эта огромная космическая структура объединяет сотни тысяч галактик, и их связь показывает, насколько важна идея взаимосвязанности между нами и всем, что существует. Так же, как Ланиакея является частью более крупного космического единства, так и мы, как люди, существуем не только как индивидуальности, но и как неразрывная часть большего целого. Каждый из нас уникален. Мы существуем со своими мыслями, чувствами, желаниями и восприятиями. Мы являемся личностями с собственной идентичностью, но в то же время являемся частью огромной социальной, культурной и духовной сети. Точно как каждая галактика в Ланиаке имеет свою уникальность, так и каждый человек обладает своими специфическими качествами и путешествиями. Тем не менее, ни галактики в Ланиаке, ни мы как люди не существуем в одиночку или в изоляции. Одна. Галактики в Ланиакее связаны не только гравитационными взаимодействиями, но и невидимыми, но сильными энергетическими полями, которые их объединяют.
Так и мы, как люди, не изолированы от окружающего мира. Каждое наше действие, мысль и эмоция влияют на окружающую нас среду, а мир, в котором мы живем, формирует и определяет наше восприятие и рост. Несмотря на то, что галактики кажутся отдельными объектами, они не существуют в полной изоляции. Каждая галактика в Ланиакее оказывает влияние на соседние галактики и таким образом строит огромную взаимосвязанную структуру. Точно так же и мы, как люди, существуем в сети связей. Эти связи могут быть эмоциональными, социальными, физическими, интеллектуальными и духовными. Наши отношения с семьей, друзьями, обществом и природой формируют наше существование. Когда мы смотрим на Ланиакеа и понимаем, что каждая галактика связана с другими через гравитационные и энергетические поля, мы можем начать осознавать, что и мы, как часть человеческого общества, связаны через невидимые и иногда неосязаемые силы. Наши действия, а также действия других, формируют глобальную сеть человечества. Мы часть природы, часть истории, часть человеческого прогресса и духовного развития. Эти невидимые, но мощные связи, которые объединяют нас как индивидов, связаны с нашими чувствами принадлежности, сострадания и солидарности. Когда мы думаем о Ланиакеа, можем представить себе, как каждая планета связана в танце с другими вокруг своей звезды. Звезды танцуют друг с другом в формах блаженства, а галактика является частью большей структуры, объединенной в красивом порядке и балансе. Точно так же и люди связаны своими сердцами, излучающими сострадание и понимание. Именно они строят человеческие отношения и взаимные структуры. Целое — это проекция единственной частицы, которая двигалась настолько быстро, что проявила себя в миллиардах отражений. Эти отражения отображаются от самой маленькой до самой большой части каждого элемента. Часть содержит целое, а целое содержится в части. Ланиакеа означает «бескрайние небеса». Где находится дверь в бесконечные небеса внутри вас?